Вот такую пиццу с полуфабрикатов первый раз я сделал. Если вы желаете узнать, как я сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я решил сделать эксперимент для меня самого, потому что я никогда не выпекал пиццу изначала. Всегда покупал пиццу, выпекал в духовке, и всем этим мы были рады. А я что решил попробовать сделать самому. В этот раз для первой попытки я решил купить уже тесто готовое для пиццы. Остальное все, что мне надо, здесь на столе я заправлю эту пиццу. Посмотрим, как у меня получится. Если, дай бог, получится, то еще раз попробую сделать тесто для пиццы сам. Все, что мне надо для пиццы, у меня здесь на столе. У меня упаковка салями здесь есть такая, еще одна упаковка салями с испанской колбасой, тертый сыр моцарелла у меня, томаты я уже порезанные, как вы видите, ломтиками. Также я порезал уже лук вот такими кругляшками. Взял болгарский перец маленький, тоже порезал маленькими кругляшками. И также грибы. У меня, к сожалению, один сын не любит грибы. Я пытался его приучить по-всякому, но так как в основном это заказ моих детей, я когда буду заправлять пиццу, я попытаюсь 1/4 пиццы сделать без грибов. Так что грибы, когда сын будет нарезать пиццу, он будет иметь свой кусочек пиццы без всяких грибов. Духовку я сейчас еще не включал, потому что здесь по инструкции написано, что здесь на 2 пиццы тесто. В первую очередь я раскатаю, все это заправлю, и еще пицца должна поставить минут 15-20 перед тем, как идти в духовку. Так как раз у меня будет достаточно времени, чтобы у меня духовка нагрелась. Так, чтобы время не терять, давайте начнем. Надо в первую очередь присыпать стол мукою, как было сказано. И давайте я сейчас ножницы возьму и раскроить пакет. Я думаю, что это видео будет интересно тем, кто тоже никогда не делал пиццу сами, но пытаются чему-то научиться. А если вы даже знаете, как делали пиццу сами, может быть, вам просто будет интересно посмотреть, как я делаю. Так, у меня пекарная бумага здесь наготове сразу, потому что написано было, что раскатать тесто, поставить на пекарную бумагу и продолжить. Так. Очень хорошо. И теперь этот кусочек надо разрезать пополам. Примерно вот так вот, половина. Так. И начнем потихонечку раскатывать. По инструкции написано, что как я все это раскатаю, у меня когда духовка будет готова, то пицца будет выпекаться примерно 15-20 минут на своей духовке. И при температуре 200 градусов. Может быть, кто-то скажет, что я не так делаю, но, простите, я никогда сам пиццу так не раскатывал, так что учусь сам. Потому что меня вчера младший сын уже спросил, говорит, что пап, ты купил тесто, а когда ты собираешься делать? Я сказал, я сегодня сделаю, что вы придете.
как раз пицца будет готова. Ну, не совсем круглая получается, но что-то получается. Так, теперь я возьму... Сейчас я закончу раскатывать и сделаю маленький бордюрчик. Так, в первую очередь я, наверное, на бумагу принесу, чтобы было легче работать. У меня здесь две бумаги, одна пойдет, ну, на каждую пиццу по одной бумаге сделаем. Не знаю, как у вас весна идет, но у нас в этом году какая-то что-то интересное. Было очень аномально жарко в этом году уже. И вдруг у нас погода изменилась. И сегодня у нас холодно, дождь моросит. У нас в этом году очень сухая весна была тоже. Вот примерно такого размера, прямоугольного размера я сделал сегодня. И в качестве соуса томатного у меня уже готовый соус купил. Это томатный соус на красном вине. И этим соусом мы сейчас заправим пиццу здесь. Так, следует перемешаем. Я знаю, что сегодня я пользуюсь много полуфабрикатов, как готовое тесто и готовый соус. Но дело в том, что с чего-то надо начинать. Я никогда это сам не делал, и я решил с полуфабрикатов начать. А в следующий раз попробую сделать соус сам. И такую лопаточку возьму, как следует так. И выпекаться должно при 200 градусов примерно 15-20 минут. Надо смотреть по своей духовке. Потому что у меня специально на дне духовки у меня камень вулканический для пиццы, для специальной готовки пиццы. И этот камень... Я когда последний раз пользовался, делал пиццу уже готовую, то нагревался очень быстро. Так, немножечко я сейчас посыплю с сыром. И начнем заправлять пиццу. Вот так. И теперь заправляю пиццу. Я возьму в первую очередь салами здесь у меня. И сейчас... разложим. У меня так получилось, что моя половина пиццы не любит. Ну, не предпочитает пиццы, но дети любят. Вот так у меня моя половина сегодня работает в Лондоне, приедет домой, кушать ничего не будет, так что как раз я сегодня порадую моих пацанов пиццей. Так, теперь я сверху положу томаты. Тоже так ломтиками порезал, посмотрите, вот так. Теперь немного перца скидаем, так. И грибы. Так как у меня сейчас одну четверть пиццы я оставлю без грибов. Вы знаете, выглядит даже неплохо. Мы посмотрим, какой результат будет финальный. И лук. Побольше так луку сейчас. Это практически одна луковица у меня здесь. Я очень тоненько так нарезал, такие крылышки тоненькие. Так. И посыпем опять сыром. Сыр у меня тертый моцарелла. Потому что я знаю, я
когда планы делал на эту неделю, что готовить какие-то, то я так и подумал, что попробовать сделать домашнюю пиццу. И так купил готовое тесто, и у меня еще одна упаковка готового теста замороженного. Так что если удачно будет, то я на следующей неделе опять так повторюсь, и тогда уже попытаюсь сделать пиццу сам. Так, у меня специально есть лопатка, которую я сейчас перенесу эту часть пиццы на стол, и тогда я включаю газ на 200, плитку на 200 градусов. Вот у меня такая лопатка есть. Очень удобно. И пусть пока тесто у меня отдохнет, то есть пицца нам отдохнет, у меня как раз духовка нагреется. Так, теперь я займусь второй половиной теста. Сейчас я сразу повторяюсь, я никого учить не хочу, и у меня нет права никого учить. Потому что все знаете, как вы готовите, у всех есть свои методы приготовления блюд. А я просто с вами делюсь тем, что я готовлю у нас в доме. И этим временем, может быть, я вам какую-то идею подкину. Конечно, там же есть некоторые рецепты, которые вы наверное, не знали, как делать что. Так что с вами я очень рад даже поделиться и показать то, что я делаю и как я делаю. Может быть, вы делаете чуть по-другому. Потому что если вы... Я знаю, что если я куда езжу в гости или мои родственники готовят, я когда на кухне, то я всегда смотрю, как они делают. Таким образом я учусь, принимаю опыт у них, как они делают, какие блюда. Потому что моя выпечка, например, на канале, если вы пойдете на плейлист, я же никогда сам не выпекал, а всегда у меня было... Хотел и выпекать. Но я всегда смотрел, как у меня мама выпекает, и таким образом я учился. Потому что я как самоучка. И наш 21 век, теперь то, что сейчас идет, есть большое удобство, что есть интернет и YouTube, где можно смотреть, как люди что-то делают. Например, я смотрю много блогеров на YouTube, я сразу с вами скажу, и я что-то у них учусь, потому что они иногда мне дают идею, чтобы я попробовал сделать. И тоже я знаю, там есть много молодых людей, девушек, парней, которые никогда не готовили, а пытаются, живут в общежитии, если где-то учатся, они живут в общежитии, и они заходят на YouTube и что-то смотрят, как какое-то блюдо приготовить. В наше время такого удовольствия не было, потому что и даже у нас в наше время мобильных телефонов не было. А теперь, спустя годы, когда мобильные телефоны появились, то я уже, когда у меня семья образовалась, жил один, даже без семьи, часто я звонил маме в Эстонию или сестре в Финляндию, и они спрашивали, как, что делать, и они мне по телефону все инструкции давали. Но теперь, к сожалению, у меня мама не готовит. Она уже пожилой человек, и у нее, к сожалению, сейчас с памятью тоже плохие дела, так что она живет с моей племянницей. Я на прошлой неделе с племянницей разговаривал. Она говорит, что она даже думала, что я, когда звонил, то я был и не ее сын, а ее брат. Так что, к сожалению, такое бывает с пожилыми людьми. Надо этим усмирить. Вот такой красивая форма получилась. И теперь мы сейчас опять помажем это. Вот, и все. Моя духовка еще не нагрелась. Как она нагреется? Первая пицца у меня сразу пойдет в духовку 15-20 минут. Так что я теперь вам покажу, как первая пицца выйдет из духовки.
Вот такая первая пицца у меня вышла сегодня. Посмотрите. Выглядит аппетитно. Немножко лучок пригорел, я посмотрел. Но для первого начала, я, честно говоря, рад результатам. Вот такой обалденный результат у меня сегодня получился. Честно скажу, что немножко лучок у меня подгорел местами, где он был открытый. А так выглядит аппетитно, и запахи аппетитные тоже здесь. Как я вам сказал, это моя первая попытка. Я никогда пиццу сам не делал, но на ошибках учится. В следующий раз я попытаюсь просто лучок положить как первым слоем. Ну ничего. Для первого раза я думаю, что это хорошо получилось. Вторая пицца у меня уже пошла в духовку. Она у меня выйдет через 15 минут. И эту пиццу я тоже выпекал при 200 градусах 15 минут. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Заходите на мой канал. Я вам очень признателен за то, что вы заходите на мой канал, смотрите мои видео, делитесь своими друзьями. И, конечно же, ставите лайки тоже. А на этой ноте хотел бы вам пожелать приятного аппетита и пока-пока.